У нас сегодня Лесотех 54 в колывании у первого русского дровблогера. Смывается мыльной водой просто под напором в этой плоскости. И еще надо его чуть выше зуба держать. 7 дров. У нас сегодня приехал Антон, Лесотех 54. Наш уже, по сути, родной сервис. Штиля в Новосибе. Взял с собой Масло. Ага, это мое, да? Вот, это мое маслице. Демо-версия будет ТО, да? Которые вот вообще ребята в Лесотех 54 на фабричные 55Б делают у себя на базе. Но сегодня у нас эксклюзивный выезд получился такой. Надеемся, не последний. Вот, и мы такой небольшой тут сервис у нас сегодня будет прям в колывании первого русского дровблогера на влог стройки 43. У нас сегодня Лесотех 54 в колывании у первого русского дровблогера. Антон будет делать такой, как сервисное обслуживание, экспресс-сервис пилы 363, которая у нас уже немножко поработала, кубов 10-20 она распилила. Вот, и давать свои комментарии, как, что он делает вообще. Мне самому интересно, я даже не знаю, что он будет сейчас делать. Весь апрель у нас проходит сервисная акция. Возможно, многие из вас про нее слышали. Раньше она проводилась на федеральном уровне, то есть поддерживалась центральным офисом компании «Штиль» в России. Но уже 4 года эта сервисная акция, она не поддерживается. Но мы, в свою очередь, решили сохранить этот уровень сервиса и проводить сервисную акцию за свой счет, так сказать. Потому что раньше при поддержке дилеры, которые участвовали в сервисной акции, получали компенсацию и различные бонусы от компании. Вот, и тогда это было выгодно. Но сейчас мы проводим за свой счет, чтобы наши клиенты могли получать тот же уровень сервиса, как и раньше. И сейчас на примере этой бензопилы мы покажем, какие работы входят в эту сервисную акцию. Ага. Так, ну прежде всего начинаем с пильной гарнитуры. Проверяем ее состояние цепи. Если она тупая, то отправляем ее на заточку. Тут, кстати, левые зубы больше стачиваете, чем правые. Вот это один из минусов заточки напильником, потому что очень трудно вымерить все зубы, чтобы они были одинакового размера. Вот, потому что такие зубы они могут давать либо перекос пиления, либо отдачу, либо вибрации. А левые мне сложнее точить, действительно. Ну, мне сложно их, кстати. Ну, просто получается больше упора в эту сторону делаете. Правые прям легко вообще. Правые. Да, шина прям в хорошем состоянии. Нету нигде перегребов, выебанных. Ну, когда цепь ослаблена, бывает, она вот в этом месте начинает выбивать. То есть тут она вот так начинает расходиться. Ну, это быстро сокращает срок службы шины. Но я еще расслабляю всегда ее после работы. Ага, так, цепной ключ. Тут цепь, но я на ней учусь, по сути, точить. Поэтому... Ну, вообще выглядит неплохо. Это вот я сегодня с утра запарился прям. Как-то нормально. Ну, она видно, что маленько под это. Бывает, вот когда точит без плашки особенно. Вот у плашки у него вообще две функции. Это первое, это угол, удобно на ней смотреть. А второе, она не дает протачивать пильное, сам зуб. То есть опускаться вниз. По сути, когда работаете напильником, он должен на 1/4 кверху подниматься. Почему и напильником тяжело работать? Потому что надо вот в этой плоскости угол соблюдать 90 градусов, в этой плоскости. И еще надо его чуть выше зуба держать. Ну, то есть чуть выше должен быть. Так, ну первое это снимаем шину. Она после распила ничего не делала специально. Ну, это хорошо, что она у вас в ослабленном состоянии хранится. Вообще после работы надо цепочку всегда ослаблять. Потому что она нагретая, натянутая. Когда начинает остывать, она начинает сжиматься. Вот, и может либо окончательно растянуться, если цепь уже поработавшая, может даже порваться. Ну и плюс это дополнительная нагрузка на подшипник коленчатого вала. Нет, это классно. Да, ну если цепочка тупая, то мы ее затачиваем бесплатно. Это входит в сервисную акцию. Вообще заточка 300 рублей стоит. Но если это обычная цепь, то 300 рублей. Если цепочка с побитыми напайками, из трехплавного материала, то там 800 рублей. Вот еще одна функция вот этого шаблона, вот этот кончик, им можно чистить масляный канал. Вот, видите, сколько грязи там набивается. Сегодня, кстати, у меня перестала пилить, и цепочка звездочка забилась. А, вот здесь? Да, и все, и она просто не пилила. Да, такое может быть. Полом стала вообще.
Вон грязи там достаточно. Ну, то есть, Но я не чистил ни разу. да, вообще желательно после работы каждый раз элемент ухода запильной гарнитуры. Вот еще очень важный момент — следить за износом венца или ведущей звездочки. Вот эта выработка, она должна быть не больше 0,5 миллиметра. Даже есть специальный шаблон. Ну, мы ее сейчас даже снимем, посмотрим. Самое главное — не потерять стопор. Потому что он подпружиненный, может легко улететь. Так, вот снимаем венец. Есть даже такой специальный шаблон. Проверять износ. Но тут еще износа нет. Но могу показать на примере, какой бывает износ. Ну, вот для примера, два венца, ну, не одинаковых. Вот это вот очень большой износ. Ага. То есть там выработка большая, наверное, в 2 раза превышающая норму. Ну да, если там даже не в 3. Ага. Вот, когда так изнашивается, сначала начинает цепи тянуть, потому что шаг звездочки уже фактически не совпадает с шагом цепи. Начинают ее бить соединительные звенья. Так, ну дальше мы проверяем состояние пильной гарнитуры, снимаем звездочку, вот, и смотрим вот этот подшипник. Вот, он на самом деле тоже большую роль играет. Вот он работает, когда пила на холостом стоит, либо когда сбрасываете газ. Вот, когда сцепление раскрывается, он перестает работать. Если он заклинит, то здесь на валу может выработка появиться, и тогда звездочка будет болтаться. Ну и придется тогда это повреждение коленвала. Поэтому периодически надо поглядывать и подсматривать. Ну, тут он практически новый. Также в рамках сервисной акции мы проверяем сцепление и привод масляного насоса. И подшипник ведущей звездочки. Вот, тоже важно за этим подшипником следить, потому что если он заклинит или что-то сюда намотается, то может появиться выработка на коленчатом валу. Вот этот подшипник, он работает только на холостом, либо когда сбрасываете газ. Вот мы его, когда проводим сервисную акцию, мы его смазываем. Ну, тут совсем немного надо смазки, потому что он открытого типа и все равно лишнюю выдавит при работе. Ставим его обратно. Так, смазываем подшипник, устанавливаем его обратно. Тут же попутно проверяем привод масляного насоса. Там такая пружинка, она должна быть видна из-за сцепления. И устанавливаем звездочку обратно. И тут предварительно внутри очищаем. Это моя, да? Да, и тут главное попасть прорезью в привод масляного насоса. До характерного щелчка. Собираем обратно. Также после работы желательно снимать крышку цепную и вот эту грязь убирать. Особенно зимой, потому что начинает так скапливаться с А комками. чем ее лучше убирать? Кисточкой, А. тряпочкой. Там она все равно тут масло с опилками в основном. Защелкиваем. Так. Теперь проверяем воздушный фильтр, состояние цилиндра поршневой группе. Вот тут на выезде поршневую группу только визуально можем проверить, а так мы вообще подключаем эндоскоп и смотрим состояние стенок цилиндра. Наверное, с этой. О, фильтр мой, как он интересно. В каком состоянии. Ничего вообще не открывал ни разу. Так, на фильтр уже желательно почистить. Ага. Вот, он промывается мыльной водой просто под напором. Но в сервисе мы специальным средством чистим, VarioClean называется. Пшикается, протирается, промывается. Многие там бывает бензином чистят, но смысла в этом нету. Это просто опилки, они просто промываются. Вот. Так, она у вас... Водой помыть? Да. И все. И высушить хорошо. Да, сохнет он быстро, достаточно много раз. То есть его прям взять под напор и так его Да, он снимается вот просто. Просто мыльной водой, там, зубной щеткой прошоркать, промыть. То есть сейчас он уже
грязный считается, да? Ну, вот в ребрах, вон, видите, скапливается там пыль. Все желательно помыть уже. Вот она у вас еще в зимнем режиме. Сейчас уже потеплело. Переведем ее в летний. Вообще Вот минусовые сейчас будут, но в принципе я думаю, что это да, это там не столь принципиально. влажно. Потому что ну, вот эта планка, она открывает проход от цилиндра к карбюратору. И просто сюда горячий воздух поступает. Если в теплую погоду пилить, то карбюратор может перегреться. Там даже топливо Ну, уже да, вскипает. следующая неделя еще у нас чуть-чуть. Особо, я думаю, сильно пилочных не будет. Лес все равно закрыт пока. Все защелкивается. Так, и тут я вам еще настройку тоже делал на зимнюю работу. Так. Получается винтель у нас, да, это? Ее надо по часовой стрелке вернуть. Так. Ну, по инструкции, если пила работает при низких температурах, там меньше 10 градусов, то винтель на 1/4 надо выкрутить. Вот. Сейчас уже тепло, таких температур не ожидается, поэтому мы вернули его обратно. Вот. Также проверяем состояние ребер цилиндра. Особенно, когда крупная стружка летит, она может вот здесь забить и нарушить поток воздуха. От этого может быть перегрев, причем очень серьезный. Поэтому за этим надо поглядывать. Вот тут одна застряла. Вот, ну тут ребра чистые, никаких проблем нету. Ну, посмотрим свечу, состояние свечи. Вообще после такого объема работы, который она уже проделала, ну, наверное, это небольшой. Небольшой, просто контрольный осмотр сделаем. Что там нету нагара, правильный зазор. Ну, свеча выглядит вообще отлично. Просто немножко потемнело. Все это прям естественно. Так, также проводим контроль фильтров топливного. Тоже такая тема, потому что люди вообще забывают о его существовании. Он достается специнструментом. О, Так и фиксируется. Вот, как проверяется топливный фильтр. он вообще что, ну, функцию как выполняет такую? Он фильтрует топливо, чтобы всякая грязь не попала в карбюратор, а затем в цилиндропоршневую группу. Вот, но визуально даже самый уставший, так сказать, фильтр по сеточкам будет плохо заметно. Он смотрится по выработке, ну, то есть по количеству моточасов и определяется по площадкам. Если тут есть площадка больше 2 миллиметров, то топливный фильтр следует заменить. Так. Но этот новый, там вообще никакой выработки нету. Можно показать. То есть вот так выглядит отработавший. Вот у него прям такие площадки стертые, Ага. как он на дне. А по сеточкам кажется, как будто еще Ну да, вполне кажется, себе. будто бы, да. Но он уже давно не годный, то есть переработал Понятно. очень много. Его опускаем дальше. Также в ходе сервисной акции мы полностью заправляем масляный бак фирменным маслом Timber Plus. Я уже скоро возьму эти у вас, куплю Канистры. потому что я периодически масло переливаю. Ага, я вот сейчас тоже. Чуть-чуть перелил буквально вот полмиллиметра и все, закрываешь уже. Да, я задумался, тоже ливнул маленько лишнего. Идет верхом, да? Ну, его, скорее всего, выдает маленько. Ага. Ну, масло такое, оно прольешь на корпус, там не ототрешь. Так, также в ходе сервисной акции проверяем затяжку глушителя. Ну, глушитель это одна из самых таких нагруженных частей в пиле.
именно в плане вибрации, потому что он никак не амортизированный, постоянно давление газов, и он может разболтаться. Так, затяжка у него 11 ньютон. Оп. И тут еще крепкий. Маленько подтянули. Также проверяем элементы управления. Так, ну тут пила практически новая, то есть сам ход рычага управления, фиксацию, выработку и крепление. То есть вот тут вот маленько при работе, видно, демпфер вылетел. Надо его поправить. Что вылетело? Вот тут вот резиновые демпферы. Ага. Их вот тут два. То есть карбюратор находится на резиновых демпферах и дополнительно защищен от вибрации. Видать, маленько поддавило, ну, мы его обратно вставили. Это 2 секунды. Проверяем топливную систему, чтобы не было нигде подтеков. Вот у 363-х удобно сделано то, что все топливные шланги, они просматриваются. Ну и в принципе карбюратор тоже весь просматривается. Если какие-то будут утечки, сразу будет видно. Ну, также вот диагностический выход, который позволяет подключиться к компьютеру и снять дополнительные сервисные данные. Также пилу заводим, подключаем ее к тахометру и, если необходимо, настраиваем карбюратор. Вот. Если в ходе сервисной акции выявим какие-то повреждения или необходимость ремонта того или иного узла, то уже связываемся с клиентом и согласовываем конечную стоимость. Вот. А так все вот эти работы, они входят в сервисную акцию. Что в итоге, мужики? У нас получилось, что Антон, да, из Лесотех 54 провел такой экспресс-сервис моей 363 пилы, 363 штиль. Апрель-октябрь любое количество инструмента вы можете приносить, да, один раз в месяц, да, и ребята из Лесотех 54 произведут эту сервисную акцию. Цепь наточат безоплатно, продиагностируют все вещи в более широком формате даже, да, нежели здесь у меня было, потому что у меня тут все-таки экспресс такой формат, мы показали, что делают, да. Значит, если уже что-то выявят серьезное, там уже надо будет смотреть, да, с этим разбираться. Вот, это важный момент. Дальше, мне сказали, да, при покупке масла Amsoil дается 4 года гарантии, да, на технику. И дается эта гарантия там с учетом того, что у вас это не в огромных объемах пила работает, до 120 моточасов в год. Вот, это важно. Amsoil, кстати говоря, я и лью. В нем ребята из Лесотех прям уверены. В этом масле я им доверился и его лью. Вообще, я считаю, что хороший сервис, классный для штиля, это супер важно. Как и для любого вообще инструмента. Ну, это такой премиум сегмент. Важно классное обслуживание. И, в принципе, я этим руководствовался, когда пилу приобретал. Когда с ребятами начинал работать, чтобы я мог у них обслуживаться. Это супер важно. К слову, если вы там не покупали у них инструмент, вы обладаете инструментом штиль, вы можете у них обслуживаться. Все равно. Дальше адреса. Это у нас фабричная 55Б и троллейная 12. Промокод дрова26. Дрова26 на 5% скидку при покупке, да, чего угодно, в принципе, в магазине. Поэтому можете писать в комментарии, либо мне в телегу дам какие-то более, так скажем, свои контакты. Сориентирую на ребят. Вот. И в описании оставлю также все контакты, данные, по которым вы можете с ними связаться. Вот, обратиться по сервису, либо по покупке техники штиль. Кстати говоря, у них делают заказы, да, вообще техники и обслуживание сервис техники не только в Новосибирске, а вообще с разных городов России. Даже из Беларуси есть заказы, да, некоторые эксклюзивные. Еще есть у них кастомные пилы, об этом чуть дальше, поэтому работают они по всей России.